Друзья, всех приветствую на канале CADCode. Сегодня у нас интересное видео, которое облегчит жизнь вам в разработке CRUD функционала. Мы уже делали CRUD на Laravel в курсе уроков по Laravel с нуля. Кто не смотрел, ссылку я добавлю в описании. Кто не знает, что такое CRUD, то здесь все просто. Это набор функционала, который выполняет следующие действия: просмотр записей, добавление, редактирование и удаление. То есть это аббревиатура на английском create, read, update, delete. Сегодня же мы выполним с вами CRUD с использованием Livewire и уложим все это в один компонент. Добавление и редактирование мы реализуем с помощью модального окна. Кто-то у меня как раз просил показать, как это делается в Livewire. Заодно и посмотрим. По стеку будем использовать Tailwind, Laravel и Livewire соответственно. И добавим еще Alpine.js. Его будет немного, но с ним также поработаем для примера. Ну, не будем затягивать, погнали. Вот с этого момента попадаю. Итак, друзья, по установке нам просто необходимо будет добавить JS-скрипт Alpine.js в head, в наш layout для админ панели. Делается это все просто. Ссылку я добавлю в описании. Те, кто у нас на канале новенький и пришел сюда до курса Laravel с нуля, рекомендую для начала посмотреть курс Laravel с нуля, реализовать CRUD с использованием Laravel без Livewire, заодно настроить визуальный вид и далее уже перейти к разработке CRUD на Livewire. А для всех же остальных мы продолжаем. Alpine.js мы подключили, на этом по установке все. Далее давайте создадим Livewire компонент для CRUD для наших статей. PHP, Artisan, Livewire, Make и название компонента. Пусть это будет Posts. Этот компонент у нас будет как раз отвечать за статьи. Он будет один. Здесь у нас будет весь функционал по CRUD. Так, нам потребуется сам компонент Livewire. Располагается в директории app http Livewire. И вот созданный наш класс Posts. И его вьюха. Resources, Views, Livewire, Posts. Далее, что мы возьмем из старого CRUD по Laravel? Мы возьмем всю его вьюху, то есть возьмем всю вот эту часть, добавить, листинг, пагинацию. Вот у нас вьюха, и мы все это дело отсюда скопируем. Заменим точнее. А здесь вызовем только что созданный нами Livewire компонент Posts. Делается это через директиву Livewire и далее передается название компонента. В самом же компоненте, напомню, есть по умолчанию один метод render, который как раз у нас отображает вьюху Posts. Сюда переносим весь необходимый HTML и здесь уже будем немного менять. Сразу уберем кнопку удалить, она у нас будет реализована иначе. Далее, что мы делаем? В компоненте мы добавляем в метод render вывод всех постов. Точно так же, как мы делали и CRUD на Laravel. Здесь никаких изменений не будет. Добавим сортировку по дате добавления. И добавим метод для пагинации paginate. И для примера, так как записей сейчас немного, добавим, что это будет 3 записи по умолчанию. Смотрите, какой небольшой нюанс. В Livewire, если мы используем пагинацию, нам нужно также добавить trade with pagination, который добавит все необходимые методы, чтобы мы могли работать во вьюхе с пагинацией. И передаем посты во view. На этом у нас по передаче постов все с пагинацией. Открываем далее вьюху. Здесь у нас уже есть for each постов. Это то, что мы взяли с нашего Laravel CRUD, который мы делали в курсе по Laravel с нуля. Давайте немного изменим здесь переменную, так как мы будем использовать переменную post для добавления и редактирования. Здесь у нас никаких роутов не будет, так как мы будем вызывать модальное окно. И то же самое у нас еще будет дополнительная кнопка удалить. Ну, не дополнительно, она и была, просто она будет реализована иначе.
изменим класс, она у нас будет красная. И здесь уже будут вызовы LiveWire методов. То же самое у нас здесь, как и в Laravel, то есть мы как раз добавили trade with pagination, после чего как бы объект с постом передается у нас во view компонента LiveWire уже с методом links. И пагинация будет также работать. Здесь кнопку добавить также уберем. Road, она у нас также будет вызывать модальное окно. Так, давайте посмотрим, что у нас в данном случае произошло. Видим, что у нас ничего не поменялось, у нас также выводятся посты, только теперь из LiveWire компонента, и у нас работает пагинация, она работает через Ajax запросы, без обновления страницы. С этим у нас отлично. Давайте добавим модальное окно. Саму вьюху, сам HTML модального окошка я взял с официальной документации Tailwind UI. Здесь есть модальное окно. Я его скопировал и немножко изменил под себя, то есть убрал английский текст и заменил кнопки. Я здесь его уже подготовил. Я думаю, у вас с этим тоже сложностей не будет. Ну, плюс я буду выкладывать все эти изменения на GitHub в проект Laravel с нуля по админке. Будет также и эти изменения. Давайте возьмем сразу попап и перенесем его в наш LiveWire компонент. Попап будет внизу. Так, по умолчанию можно посмотреть, как он выглядит у нас. Да, вот он у нас такой же, как и Tailwind UI. Затемняет экран и плюс выводится попап, заголовок. Здесь мы добавим форму, которая точно такая же, какая у нас была и в CRUD по Laravel. Оттуда скопируем. Ну, в общем, идем дальше. Так, во-первых, как мы сделаем реализацию попапа? В компонент LiveWire мы добавим новое публичное свойство popup и по умолчанию передадим ему false. Возвращаемся в нашу вьюху. Здесь добавим условия. Если popup, то popup у нас, соответственно, будет выводиться. По умолчанию он у нас false, поэтому его нет. Далее мы добавим в наш компонент необходимые сразу методы, которые будут у нас по CRUD-системе. Public function add для добавления новой записи. Public function пусть будет также update. Delete для удаления. И пусть еще будет метод close, для того, чтобы мы могли закрыть наш попап по кнопке отмена, либо по overflow, который внешнее затемнение у попапа. Так, ну, close можно сразу просто добавить здесь reset, что также удалит все содержимое в форме, которая у нас будет по текущей записи, либо по новой. И за наш LiveWire компонент. Попап будет внизу. Так, по умолчанию можно посмотреть, как он выглядит у нас. Да, вот он у нас такой же, как и Tailwind UI. Затемняет экран и плюс выводится попап, заголовок. Здесь мы добавим форму, которая точно такая же, какая у нас была и в CRUD по Laravel. Оттуда скопируем. Ну, в общем, идем дальше. Так, во-первых, как мы сделаем реализацию попапа? В компонент LiveWire мы добавим новое публичное свойство popup и по умолчанию передадим ему false. Возвращаемся в нашу вьюху. Здесь добавим условия. Если popup, то popup у нас, соответственно, будет выводиться. По умолчанию он у нас false, поэтому его нет. Далее мы добавим в наш компонент необходимые сразу методы, которые будут у нас по CRUD-системе. Public function add для добавления новой записи. Public function пусть будет также update.
delete для удаления. И пусть еще будет метод close, для того, чтобы мы могли закрыть наш попап по кнопке отмена, либо по overflow, внешнее затемнение у попапа. Так, ну, close можно сразу просто добавить здесь reset, что также удалит все содержимое в форме, которая у нас будет по текущей записи, либо по новой, и закроет модалку тем, что как бы вернет попап в false. Так, далее насчет add и update мы при вызове будем открывать попап, добавим true. И далее в add также, конечно же, также добавим свойство с текущим постом. Это как раз у нас тот пост, который будет модель, Eloquent модель с постами, который у нас будет попадать в попап на добавление в форму, либо на редактирование. Также сразу добавим правила валидации, которые у нас будут в форме на добавление, либо редактирование. Переменная пост. И далее поля, которые у нас уже в модели и в базе по статьям. Это у нас title. Поле будет обязательное. Строковое. И пусть будет минимум 2 символа. Далее у нас поле description. Текстовое описание статьи. Ну, те, кто смотрели курс по Laravel с нуля, им все эти поля знакомы. Здесь уже пусть будет, не знаю, 5. И также у нас есть еще поле текстовое превью с кратким описанием статьи. Также и с ним поработаем в рамках создания этого CRUD-компонента на Laravel. Здесь пусть будет то же самое. Так, давайте сделаем еще один метод. То есть методы add и update у нас будут просто открывать попап и инициализировать либо новую модель с постом, либо добавлять текущую, которая из листинга. А метод, пусть будет store, у нас будет уже непосредственно сохранять запись новую, либо обновлять текущую. Здесь мы вызовем по умолчанию метод validate, это метод от Livewire компонента, который работает как и стандартная валидация в Laravel. Мы просто проверим текущие rules и в случае чего выведем во view ошибку. Если нет, то соответственно пойдем дальше. Давайте вернемся к вьюхе. Возможно, мы здесь немножко забежали вперед, что сразу создали все методы, но думаю, на общую суть это не повлияет. Возвращаемся к нашей вьюхе. Здесь на добавление мы добавляем атрибут vir click. То есть, что у нас будет в Livewire по клику на этот элемент, мы будем вызывать метод add. Добавление, то есть будет как раз у нас срабатывать вот этот метод, он будет открывать pop-up, и здесь к свойству post мы будем инициализировать Eloquent модель с постами. Пустая новая, так как мы только добавляем. А здесь в апдейте давайте сразу сделаем, у нас будет немножко иначе. Здесь мы будем принимать аргумент post. Сразу укажем тип, что это post, и здесь к свойству применим этот аргумент. Так, здесь также в delete сделаем то же самое. Параметр post, и внутри мы его просто удаляем. Так, возвращаемся опять-таки к нашей вьюхе. Здесь мы будем добавлять. Можно сразу посмотреть, как это у нас работает. Нажмем добавить. После чего у нас поп-ап в true, и модалка уже у нас показывается. То есть видите, как интересно работать с Livewire. Нам не приходится писать никакую JS-логику. Мы просто привычным нашим способом бэкэнд разработчикам передаем PHP переменную и далее с ней уже работаем. Так, идем далее. Добавление мы сделали. Добавляем редактировать. Здесь то же самое. Vir click. И только метод уже не add, а update. И внутри мы передаем текущий item с
текущим постом. И то же самое у нас только с другим методом будет и по удалению. Давайте посмотрим эти моменты. Как раз забегая вперед, сейчас здесь мы уже будем использовать Alpine.js. Давайте откроем страницу. Так, видим, что у нас редактирование также работает. Можно сразу добавить небольшой нюанс в поп-ап. Здесь изменим заголовок и напишем пост, да, текущий, который мы передали, либо пустая модель, если это add метод, либо это модель из листинга с заполненными полями. Если воспользуемся свойством exist, проверим, это новая у нас модель, либо это уже существующая запись. Если она существующая, то мы выведем заголовок редактировать. В противном случае выведем добавить. Заодно сейчас посмотрим, как у нас работают эти два метода и эти две кнопки. Посмотрим, добавить у нас меняется заголовок на добавить, редактировать у нас меняется на редактировать. Значит, здесь у нас все хорошо, все работает. Также давайте посмотрим на кнопочку удалить. Нажмем, видим, что запись у нас исчезла, то есть удаление работает. Но как раз здесь мы и будем использовать Alpine.js. Для чего? Чтобы случайно не нажать на удалить и в конечном итоге потерять необходимую запись. Так делать не нужно, поэтому мы добавим еще дополнительное уведомление. Точно ли вы уверены, что запись нужно удалить? Во-первых, чтобы у нас работал Alpine.js, нужно сверху добавить атрибут xData, указывающий, что здесь у нас будет работать методы Alpine.js. И далее, и давайте сюда также добавим из нашего Laravel CRUD, который мы делали, форму с полями на редактирование. Это заголовок, превью и description, которые мы выбрали, с которыми мы будем работать. Скопируем их отсюда прям точно так же. Все в Livewire работает также, директивы error, все тоже будет восприниматься. Возвращаемся сюда, добавим форму. Давайте также кнопки добавим в эту форму, чтобы сохранить. У нас был submit, который ее, соответственно, сабмитил. Так, у формы мы добавляем vir submit. И вызываться у нас будет метод store, который мы создавали в нашем компоненте для сохранения, который будет проверять на валидацию. И далее, если все успешно, мы также добавим методы по обновлению либо добавлению текущей записи в модель пост. Так, здесь немножко добавим класс, чтобы у нас инпуты имели отступы между собой, и добавим немного паддингов, то есть это классы из Tailwind. Так, что далее? Далее у нас в Livewire нам не потребуются неймы, атрибут name. Мы будем работать по wire моделям. Модель. Также добавим атрибут defer, чтобы у нас при каждом change этого инпута не отправлялось событие в Livewire. Нам это здесь не нужно. Модель у нас post, то есть это как раз то, что мы делали здесь, добавляли свойство post. И будет то же самое, что и в рулсах. Далее уже атрибуты из Eloquent модели. Здесь мы добавили, и далее уже здесь мы работаем с Eloquent моделями, с ее полями. Title. Также меняем error, добавляем post. И здесь при выводе уже сообщения. И то же самое мы делаем со всеми остальными полями, то есть name мы меняем и немножко изменяем атрибут у error. Здесь у нас превью. А здесь у нас description. То есть, как видите, пока что мы вообще ничего сложного не делали. Из нового мы просто добавили Alpine.js, добавили уведомления. А далее, кто на моем канале смотрит постоянно ролики, поймут, что вообще ничего нового не происходит.
Ну и те, кто попал сюда только что, посмотрят курс Laravel с нуля. И далее также здесь уже ничего нового для себя не найдут. Но при этом, насколько мы упрощаем себе жизнь, у нас все в одном компоненте. Конечно, в идеале все это разбить на несколько компонентов, сделать и pop-up компонент, и как бы разбить, возможно, на partial саму форму и вызывать ее в поп-апе. Но это вы, я думаю, уже и сами, если будете делать живой проект, то этот момент расширите. Ну и также мы здесь уже идем от Laravel CRUD. У нас уже была здесь CRUD-система на Laravel, поэтому мы сюда внедрили простым способом LiveWire компонент, тем, что заменили тот старый код. В идеале можно было бы использовать LiveWire подход, не использовать стандартные лайауты, а компонентный вид и через route уже сразу передавать в вьюху с LiveWire. Но это вы, я думаю, сможете сделать и сами. Мы сейчас рассматриваем основы LiveWire CRUD и понимаем, как это работает. Узнаем, что в принципе ничего сложного. Так, возвращаясь к нашим баранам, давайте откроем, посмотрим, что у нас в итоге вышло и получилось ли у нас. Так, нажмем добавить, видим, что у нас здесь выведена наша форма, отмена соответственно закрывает при редактировании. То же самое, только уже подставляются атрибуты из модели, которые мы передаем с текущим постом. И давайте попробуем сохранить с пустыми полями. Видим, что валидатор у нас ругается, так как поля пустые, их нужно заполнить. Так, далее давайте вернемся к нашему компоненту. Здесь у нас только проверка на валидацию, далее у нас ничего не происходит. Метод validate в ответе вернет все поля из rules, но уже заполненные. И далее здесь мы можем сделать через data, сюда в save передать. А можем этого и не делать, так как у нас пост и так будет иметь в себе eloquent модель. И тем самым при вызове метода save уже либо добавит, либо заапдейтит текущую запись. Давайте посмотрим, работает ли это. Да, ну и дополнительно здесь нужно вызвать метод close, который у нас уже есть, который просто вызывает reset и в конечном итоге просто закроет модалку. И мы увидим новую запись. Давайте посмотрим. Давайте начнем с редактирования. Добавим восклицательный знак к тестам. Ну, мы немножко добавили правила валидации, что у нас минимум 5 должно быть символов, а у нас здесь тест это 4. Немножко добавим текста. Сохраним и видим, что запись у нас сразу динамически изменилась. Также аяксом без обновления страницы добавился у нас восклицательный знак. И здесь уже при повторном нажатии редактировать мы видим, что все поля у нас изменились. Давайте также попробуем и добавить. Добавим, ну, пусть будет, не знаю, тут глаз замылится этими тестами. Добавим восклицательные знаки, здесь любые символы. Нажмем добавить, и также у нас динамически сразу добавилась запись. С чем еще можно поиграться? Можно немножко зайти в документацию по LiveWire и добавить элементы UI, добавить загрузку, loading. Делается это просто. Можно сделать, как указано здесь в первом примере, добавить новый элемент, reloading, который при вызове любого метода в LiveWire будет срабатывать и будет появляться какой-то текст из этого дива. Ну, либо что-то, что вы укажете, там какую-то гифку здесь будет выводиться и так далее. А мы же сделаем немножко иначе. Мы воспользуемся добавлением класса, как это сделано вот здесь. То есть при вызове вернемся к нашему компоненту и при вызове метода store, который сохраняет у нас запись в попапе, мы вот этот блок, это у нас блок со всеми записями, с листингом, с пагинацией, мы его будем затемнять, добавим ему прозрачность, opacity 50%. И также есть дополнительный параметр where target, чтобы мы указали, на какой именно метод будет срабатывать этот лоудинг, загрузка. По умолчанию будут срабатывать все, нам это не нужно, мы добавим только метод store. Отлично, давайте посмотрим, как это работает.
уже видим, что при клике на сохранить у нас меняется листинг область, она у нас меняет opacity. Давайте добавим текст, добавим новую запись. Это все произошло быстро, возможно, не было видно, как происходит добавление прозрачности. Можем также и сделать для примера загрузку с помощью элемента, который у нас добавит на экран при срабатывании метода какой-либо, как в данном случае текст. Давайте напишем загрузка. И оставим без атрибута target, чтобы у нас срабатывало на любой метод. Давайте вернемся. Посмотрим с пагинацией. Видно, что сверху появляется загрузка. То есть тоже интересный элемент интерфейса у Livewire, который делает функционал более удобным. Друзья, также есть момент, который я упустил. Это у свойства pass-post надо также добавить тип, что это eloquent модель post. Для чего это делается? Чтобы каждый раз, когда у нас передавался во вьюху из Livewire компонента, у нас она биндилась также, что это eloquent модель. Иначе по умолчанию у нас он будет передаваться как простой JS массив. И после чего и здесь мы сразу увидим, что у нас у модели есть метод save. И далее единственный еще тоже момент, здесь в reset при клозе нужно не полный reset делать, а добавить, что мы будем здесь ресетить только pop-up. Ну, либо без ресета можно было бы сделать pop-up и присвоить false. Для чего? Потому что у нас, раз мы забиндили тип, то Livewire по умолчанию при ресете такой переменной будет также выдавать ошибку. Давайте посмотрим еще, что можно сделать. Тут следующий момент, к примеру, в модалках мы видим, что только кнопка отмена, на нее мы повесили метод close, у нас закрывает модалку, ну либо сохранение успешное. Если мы будем по внешней области кликать, как это привычно, то у нас модалка закрываться не будет, и это будет в плане интерфейса пользователя, соответственно, раздражать. Но это также с помощью Alpine.js мы можем поправить. То есть я вам изначально сказал, что у нас Alpine.js будет только в одном месте по кнопке удалить, но также мы добавим его и в модалку. То есть вот у нас есть модальное окно, вот этот div у нас отвечает за его содержимое, за сам pop-up, а эти внешние элементы у нас как раз отображают затемнение. Поэтому здесь в основной мы добавим клик атрибут. И далее добавим метод away, то есть по клику на все, кроме текущего элемента, за его пределами, мы будем обращаться опять-таки к Livewire объекту в JS и вызывать метод close. Давайте посмотрим, получилось и получилось ли. Нажимаем во внешнюю зону и видим, что поп-ап у нас закрывается. То же самое, если бы здесь был еще крестик, на него также можно было бы повесить, но уже простым способом через Livewire, без использования Alpine.js, добавить метод close. На этом все у нас по крат. Мы сделали просмотр записей, сделали добавление, сделали редактирование, сделали удаление. Также добавили в Livewire пагинацию и поработали с поп-апами, как раз для тех, кто просил показать, как работать с поп-апами. Так, ну единственный момент, который мы сразу не указали, не забудьте изменить, это добавить тип у свойства post, что это eloquent модель post. И здесь в ресете изменить не полный ресет, а только поп-апа. На этом по ролику Livewire CRUD компонент у меня все. Опять-таки напомнюсь, будет лучше, если вы новичок на канале, только пришли сразу в CRUD, то изначально лучше посмотрите курс Laravel с нуля. Ссылку на Tailwind UI с попапом и документацию с Livewire я добавлю в описании. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то обязательно поддержите канал лайком. Это очень помогает в развитии канала. Ну и также, само собой, мотивирует меня. И напишите комментарий с вопросом, либо просто напишите спасибо. Все что угодно. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах на канале CodCode.